Здорово, чумбы! Рад приветствовать вас в Night City нового поколения. Вечером 15 февраля вышел патч 1.5, куча бесплатных DLC и обновленная версия для консолей нового поколения. Мы наконец-то получили игру, которую нам обещали? Или же еще нет? Присаживайтесь поудобней, ну а я начинаю. Новый патч весит ощутимые 60 с лишним гигабайта, а версия для консолей нового поколения весит свыше 56 гигабайтов, вместо 102, что было раньше на пастгене. К сожалению, если вы установите патч на старом поколении, то вам скорее всего выскочит подобная ошибка. Будем ждать оперативное исправление от CD Projekt Red, о проблеме там уже известно. Я знаю, как вы любите технические исправления и всякие новшества, но я начну с бесплатных DLS, которые нас встречают в игре. Но если что, выбирай интересующие в эпизодах. Так вот, в игру добавили аж целых 7 бесплатных дополнений. В игру добавили пару новых оружий, различные обвесы, ну а также всякие приколюхи. Но не будь я ордером Проджектом, если не начну с возможности косметической смены внешности персонажа через любое интерактивное зеркало в игре, а также добавление нового макияжа и новой краски для волос. Если что-то пропустил, то дополни меня в комментариях. В копилку к любителям делать красивые скриншоты в игре через фоторежим завезли новые жесты для Ви и Джонни Сильверхенда. Была проработана и улучшена карта Night City. Теперь она приятна для глаз. Также вы можете настроить в ней отображаемые значки. Не совсем понятно для кого, но в игру добавили новые квартиры. Купить их можно на сайте Азбука Жилья. Найти его можно с компьютера Ви в ее или его основной квартире. В игре представлены 4 квартиры в разных районах города. Самая красивая, как по мне, находится в Глене, на территории банды Валентина. Стоимость апартаментов 40 тысяч эди. Самая дорогая квартира находится на площади корпорации, стоимостью 55 тысяч эди. Также присутствует скромная конватушка в Нордсайде за 5000 эди, которая послужит вам разве что в качестве убежища, чтобы залечь на дно. Ну и для всех любителей восточной культуры и рока есть апартаменты в Джапантаун стоимостью 15 тысяч эди. Собственно, сейчас покажу вам дизайн и игровые активности, за исключением вредных привычек, в каждой квартире от дешевой к самой дорогой. Can
life was missing. You lit a flame that consumed my hate. I'm now one for reminiscing, but I traded all for your sweet embrace. 'Cause we lost everything. We had to pay the price. There's a canvas with two faces of fallen angels who loved and lost. It was a passion for the ages, but in the end, guess we paid the cost. I think of beauty, I know, will never fade away. What you did to me, I know. Said what you had to say, but I think of beauty will never fade away. Will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, you're everywhere. I'm your demon, never leaving. I'm made of soul, of rage and fear. That one thing that changed it all. That one thing that caused the fall. A thing of beauty, I know, will never fade away. What you did to me, I know. So what you had to say, but a thing of beauty, I know, will never fade away. And I'll do my duty, I know. Somehow I'll find a way, but a thing of beauty will never fade away. And I'll do my duty, will never fade away. Will never fade away. Will never fade away. We lost everything. We had to pay the price. Yeah, we lost everything. We had to pay the price. I saw in you what life was missing. You lit a flame that consumed. Помимо квартир добавили цветовую кастомизацию квартиры V. Я лично выбрал белый окрас. Теперь перейдем к интересным вишенкам на торте. В игру добавили новые варианты диалогов, а также различные записки, письма и так далее. Вот, например, вложение от Панам. Также была добавлена новая фича для вашего романс-компаньона. У моей V это Джуди. Так вот, когда вы ложитесь спать в квартире заромансенного персонажа, после сна вы обнаружите, что он спал рядом с вами. Разве это не мило? Также у Джуди на столе можно найти вот такой вот культовый пистолет.
Ну а теперь перейдем к технической составляющей патча. На PS5 игра работает либо в режиме производительности с динамическими 4К и 60 FPS, либо в режиме лучей, также с 4К, но в 30 FPS. Мой вам совет. Выбирайте режим производительности и поиграйтесь с 5 настройками графики на свой вкус, которые на пасгене лучше было отключать. Что касается ИИ ботов и врагов, теперь мир стал более оживленным. Водители реагируют на стрельбу и оружие, но, к сожалению, так и не научились обижать препятствия. С полицейскими, пожалуй, все без изменений. А вот обычные жители теперь могут достать ствол в ответ на вашу угрозу. В плане боевки в игре был доработан искусственный интеллект. Враги скрываются от пуль, точнее стреляют и больше не являются статичными мишенями. Так что проходить по стелсу стало куда актуальнее. Касаемо езды, плавности, FPS и графики в целом, я очень доволен. Патч понравился. По сути, нам добавляют фичи, которые вырезали перед релизом. Так, глядишь, скоро и всю игру соберем. Также продолжают улучшать игру, исправлять различные баги, даже те, которые я и многие игроки никогда не встречали. Надеюсь, мой обзор был вам полезен и вы поставите свой сочный лайк. Всем до скорых встреч, чумбы. Увидимся в Найт Сити.